Бери спирулина. Ясь на глубине, работает нимфа. Какую бомбарду ставить на озере? Какой строй спиннинга нужен? Универсальный комплект есть. Контроль, чувство, адаптация. Почему монофил не плетенка? Как летит легкая приманка? Плавность – это дальность? Только начинаешь, много вопросов. И я отвечу на каждый. Бомбарда не просто снасть. Сегодня поговорим о спирулина. Или как ее еще называют бомбарда. Это не просто оснастка, это целая система. И если разобраться, одна из самых продуманных и универсальных в своем роде. Когда-то ее придумали в Италии для ловли форели. Но спирулина давно шагнула дальше. Теперь она работает на реках, озерах, даже морской рыбалке. Ее суть в простом, но гениальном решении. Как доставить легчайшую приманку туда, где до этого мы даже не мечтали ловить. Спирулина позволяет ловить на сверхлегкие мушки, микросиликон, натуральную наживку, микроколебалки, на все то, что мы не можем забросить просто так. Позволяет забрасывать их на 50-70 метров без перегруза, без свинца, без лишнего шума. И главное, контролировать горизонт и поведение приманки. Она отлично работает и по осторожной форели, и по плотве, и по лещу, и по активному хищнику, окунь, щука, жерех, хариус. Все идут в зачет. В этом видео покажу, как устроена бомбарда, объясню, почему она летит дальше, чем все остальное. Расскажу, как выбрать, как собрать, как ловить. И самое главное, как почувствовать и реализовать поклевку. Будет не просто обзор снасти, будет полный, понятный системный разбор. А еще спирулина давно обросла правилами, нормами. И я покажу, что их можно и нужно нарушать. Почему обычная снасть не справляется и зачем вообще нужна бомбарда. Приманки легкие, летят плохо. Сопротивление воздуха только мешает. Чтобы забросить далеко, нужна энергия. А если нет веса, не будет энергии. И тут вступает спирулина. Как ракетоноситель. Ты разгоняешь бомбарду, она тянет за собой легкий поводок с приманкой. Никаких перегрузов, никакой грубости, но точный и дальний заброс. Аэродинамика, гидродинамика. Почему спирулина летит и так ведет себя в воде? Во-первых, форма бомбарды. Обтекаемая, вытянутая, летит ровно, без кувырков. В воде не тормозит игру, внутри трубочка. Леска свободно скользит. Рыба хватает приманку и не чувствует сопротивления. Ты ловишь не глазами, ты ловишь рукой. Чувствуешь все напрямую, все передается в руку. Универсальность спирулина. Один инструмент, три горизонта. Плавающая бомбарда для ловли по поверхности. Здесь есть правила, есть нормы, и здесь я хочу их нарушить. Плавающая бомбарда хороша лишь для ловли по поверхности на озерах. На реках средней полосы она начинает терять весь свой смысл. На горных и горных реках она уже абсолютно бесполезна. Нейтральная или медленно тонущая бомбарда. Для ловли с помощью воды. Тонущая по дну, ловит при донном слое, ловим донного хищника, мирную рыбу. Но зачем? Зачем тонущая бомбарда, когда есть отводной поводок? Вы абсолютно правы. Есть масса разных бомбард. Но про тонущую проще забыть. Проще, эффективнее ловить именно на отводной. Поэтому плавающая, медленно тонущая, и на этом все. Спирулина не поплавок, это связь между тобой и приманкой. Она не показывает поклевку, она передает ее. Ты ловишь руку, тук, пауза, потяжка и подсечка. Как собрать правильную снасть под спирулина? Ну, во-первых, это удилище. Ну, считается по классике, что это должна быть матчевая палка, длина 3,3 и до 4,5 метров. И вот тут я предложу всю эту систему поломать и нарушить. Это очень неудобно. Это хорошо где-нибудь на больших озерах, где у вас за спиной много места. Но если речь идет о реках, но я все же советовал бы новичкам обратить внимание на спиннинг. Поначалу я так и думал. Да, классика, все, палка мягкая, хороший заброс. Все это да. Но это очень неудобно. Какой выбирать строй? Строй можно выбирать мягкий, параболический, лишь на озерах, лишь при ловле на микрорыбалке, на силикон, на живые насадки. Если вы ловите на реках, то это однозначно быстрый строй. И советую брать палку ростом 2,70 именно быстрого строя. Этой одной палки вам хватит для ловли везде. На реках идеально будет, на озерах вы к этому привыкнете. Соответственно, материал изготовления это карбон. Сейчас очень много китайских палок хорошего качества, которые позволяют хорошо ловить. Катушка. Тут тоже много мнений. Считается, что 2,5 и 4000 самое то. Тоже поспорю. Берите 3000 размер. Идеальный вариант. Вот уже 10 лет ловлю и помогает везде, всегда. Но единственное, что выбирайте передаточное число поменьше, чтобы скорость подмостки была как можно меньше. Это будет вам удобнее. Ну, соответственно, плавный фрикцион, ровная укладка. Что использовать? Леску или шнур? Считается, что только монофил и никаких вариантов. Можно пойти по этому пути. Поставить монофил 0,2-0,25 мм. И что мы получим? Если вы новичок, неопытный, у вас будет очень много отстрелов бомбарды. Будете ошибаться, она будет просто отлетать. Каждый отрыв это 100, 150, 200, 500 рублей. В зависимости от бомбарды, которую вы используете.
Считается, что монофил растяжимый, он лучше гасит рывки. Ребята, у нас и так в руках спиннинг, который так будет гасить рывки. Я не сказал про тест. Заметьте, мы выбираем спиннинг с тестом до 25 грамм. 5-25. Почему именно такой? Потому что у вас будет хороший заброс, вы будете использовать бомбарды в среднем по 20 грамм. Второе. Вы получите универсальность. Как я уже сказал, по поверхности мы ловим на плавающую бомбарду, на озерах. По поверхности на реках мы ловим на тонущую бомбарду. Соответственно, в толще воды на озерах мы ловим также на тонущую бомбарду. То же самое на реках. Донная рыбалка. Есть всем известный проверенный отводной поводок. Не нужно изобретать велосипед. Это хорошо, это удобно. Поэтому, ребята, на основную леску мы используем только плетенку. Палка и так хорошо отрабатывает, несмотря на быстрый строй. В таком тесте, в маленьком, в лайтовом варианте, все эти быстрые строи намного мягче, чем на том же классическом серьезном судаковом пинге. Фрикцион у нас работает, все нормально. Контакт с рыбой будет намного лучше. Поэтому делайте выбор сами. Я бы советовал не заморачиваться, ставить на 3000 катушку 0,12 шнур и спокойно ловить. Вы знаете, что у вас не отстрелится, все нормально, все хорошо. Поводок. И тут снова только флюорокарбон. Да идите вы лесом, ребята. Вы что, уперлись в этот флюорокарбон? Ладно, его не так видно в воде. Плюс высокая цена, минус. Он хорошо у нас работает по ракушке, по контакту с препятствиями, по зубам рыбы. Плюс. Но повторюсь, мы будем ловить на спирулина только по поверхности в толще воды. Какая там ракушка? Забудьте про это, не тратьте деньги. Единственный плюс флюорокарбона – это его растяжимость. Правильнее будет сказать отсутствие растяжимости. И его я бы советовал использовать уже при ловле по дну, либо при ловле очень осторожной рыбы, либо когда рыба очень вялая, инертная. Теперь по фурнитуре. Начнем с тройного вертлюга. Я тоже в свое время накупил этих вертлюгов, посмотрел ролики, почитал литературу, мне в уши от души там надули. Тройной вертлюг, все без вариантов, все, не будет никаких перехлестов. Да идите вы, ребята, какие тройные вертлюги. Единственное, в чем он превосходит, так это то, что меньше закручивается поводок. Но опять же, купите нормальный вертлюг, и проблема будет решена. Поэтому моя рекомендация – обычный вертлюг. Силиконовый стропор. Тут 50 на 50. Хотите используйте, хотите нет. Говорят, что бомбарда сбивает узел. Да не успевает она разбивать. Если вы там ловите 2-3 дня без передышки, без перевязки, тогда да. Но правда жизнь такова, что мы постоянно перевязываем поводки. Я постоянно меняю приманки, особенно когда место незнакомое, идет постоянная смена. Как в спортивной рыбалке. 2-3 заброса, другая приманка. 2-3 заброса, другая приманка. 2-3 заброса, смена позиции, смена локации, смена места ловли, горизонта. И поэтому каждый раз, перевязывая мушку, вы укорачиваете поводок, который нужно менять. То есть выбирайте сами. Я силиконовый стопор не ставлю, либо ту же резиновую бусину, и нормально с этим живу, нормально. Монтаж оснастки по шагам и без путаницы. Бусина, бомбарда, вертлюг, поводок, приманка. Что касается муш, только так. Что касается насадок живых, насадок силиконовых, только так. Проверяешь, все работает, скользит, ничего не перекручено, можно забрасывать. Но по микроблеснам и мухоприманкам я бы ставил карабины. Я постоянно их ставлю, потому что каждый раз перевязывать для меня это гемор, это раз. Во-вторых, я на свои блесна не ставлю заводные кольца, цепляю карабинчик напрямую. Поэтому я на мухоприманках, на очень крупных нимфах, там по 40-50 мм, на микроблеснах использую маленький карабинчик. Исходите из теста. Как правило, карабинчика на 10 кг хватает за глаза. Приманки. Что ставить на спирулина? Как поклонник мушек, я скажу, что только мушки. Сухие, мокрые, нимфы, стримеры. Да, микросиликон, черви, твистеры, имитация личинок. Конечно же, микроблесна, конечно же, колебалки, которые я очень люблю. А то, что будете вы использовать конкретно, это уже ваш выбор. Вертушки, какие-то натуральные насадки, те же воблеры, попперы, это уже ваш выбор. Техника ловли от заброса до подсечки. Заброс. Забудьте про резкий выстрел из-за спины в классическом спиннинге. Это плохо. Наша задача откинуть бомбарду с поплавком назад. Обычно это делаю сбоку. Вот тут, ребята, заброс делать нужно плавно. Поймать его движение и начать нагрузку удилища, нагрузку бланка в противодействие. Вы тихонько разгоняйте и делайте выстрел, как катапульты. А теперь о наших запутываниях. Все у нас полетело, все хорошо. И вот остаются доли секунды до касания поплавка поверхности воды. И тут мы просто притормаживаем леску. Притормаживаем вылет, и поводок с мушкой уходит вперед. И никакие тройные вертушки не нужны. Это единственная правильная схема, при которой у вас не будет запутываний.
Единственная проблема, очень большая проблема – ветер. И вот он как раз очень способствует запутыванию поводка. Но здесь мы ничего сделать не можем. Проводка. Равномерная, стоп-н-го, двигатель, джиговая ступенька, дрейф по течению. Их очень много. И если вы ловите на нимфу, я бы советовал делать заброс апстрим, вверх по течению. Бомбарду тонущую. И подобно нахлысту вы делаете проводку под названием катящаяся нимфа. Это обычный дрейф по течению, дрейф погибшей приманки, ее стаскивает. Главное, потихоньку выбирайте леску и контролируйте. Контролируйте проводку. Это все, что нужно. Поклевка. Ну, забудьте про визуал, вы всегда будете чувствовать удар в руку. У вас быстрый спиннинг, у вас в качестве основной лески стоит пятня, все будет нормально. Почувствовал изменения, почувствовал остановку, ослабление натяжки, просто легкая подсечка. В большинстве случаев она не нужна. Настраивай фрикцион и тихонько выматывай рыбу. Берлина — это стиль мышления. Да, это снасть, которую ловят там, где другие не могут. Делает подачу точно незаметно. Дает прямой контакт с рыбой. Освоив Берлина, ты откроешь новый горизонт и начнешь ловить рыбу, о которой раньше только мечтал. Тут можно ловить практически все, практически где угодно. Главное, думай, чего ты хочешь достичь, и выбирай для этого свой арсенал. Если видео было полезным, поддержи канал лайком и подпиской. Задавай вопросы в комментариях, отвечу всем. Ни хвоста, ни чешуи.